Канал Валерия Табакова представляет последствия российской дроновой атаки на Киев 1 января 2025 года. Несмотря на праздничное утро, вражеские дроны натворили беды в Киеве. Одна женщина погибла, и 6 человек ранены и предварительно пострадали. Большинство из них это жители шестиэтажки в сердце столицы. Городские власти сообщили, что в доме частично разрушены квартиры на верхних этажах. Также в Святошинском районе Киева повреждены несколько гаражей, автомобили и трамвайные рельсы. Больше о последствиях российской атаки на столицу прямо с места одного из попаданий расскажет мой коллега Олег Хендриксон. Олег, приветствую тебя. Что известно на эту минуту? Привет, коллега. Хотелось бы сказать с Новым годом или хотя бы добрый день, но, к сожалению, сделать этого не могу. Потому что первый день 2025 года для Украины и Киева, в частности, начался с сирен, тревог и обстрелов. Сейчас мы находимся в Печерском районе. Здесь зафиксировано разрушение верхних этажей жилого дома. Также задело соседнее местное учебное заведение. Кроме этого, выбиты стекла в здании метрополитена. Есть информация о раненых и, к сожалению, свежая информация о том, что из-под завалов спасатели извлекли тело погибшей женщины. Далее прямая речь. Именно здесь у нас привлечены около 80 спасателей, а также около 20 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники. Зафиксировано частичное разрушение жилого дома с 6 по 4 этаж. С 4 по 5 у нас был пожар на площади 70 квадратных метров, он сейчас локализован. Спасатели проводят разборку и заливку конструкций для полной ликвидации пожара, а также проводят обследование домов и территорий на наличие пострадавших. Именно по этой локации можно сказать, что у нас 4 пострадавших по нашей информации. 2 из них были спасены в первые минуты спасателями, а также работниками Национальной полиции Украины. Также добавлю, что в числе раненых была беременная женщина, и спасатели не исключают того, что количество раненых может вырасти. Как вы сказали, неспокойно сегодня было и в Святошинском районе. Там последствия российской атаки меньшего масштаба. Впрочем, чрезвычайникам все же пришлось работать. К сожалению, есть одна потерпевшая женщина по предварительной информации. Там произошло частичное разрушение гаражей, а также были повреждены легковые автомобили, а также частично повреждены трамвайные колеи. Но там уже, слава богу, спасатели завершают свою работу и пожар там уже ликвидирован. Мы продолжим работу на месте. В случае поступления новой, свежей, актуальной информации обязательно будем сообщать. Коллега. Спасибо, Олег. Это был Эндрюксон, который работает в Печерском районе столицы, где вследствие российской дроновой атаки погибла женщина.